После того, как Electronic Arts решили прекратить свое сотрудничество с FIFA, в сфере футбольных симуляторов начался полный кошмар. Ведь фанаты уже давным-давно ждут иной альтернативы двум футбольным симуляторам в виде FIFA и eFootball, до недавнего времени Pro Evolution Soccer. И многим начало казаться, что вот, наконец-то, у 2K появился шанс завладеть правами на FIFA и подарить нам третий полноценный футбольный симулятор, уж извините, UFL. Но как бы не так. Ведь исходя из последних слухов, 2K и вправду разрабатывают футбольный симулятор только под брендом Lego. Да-да, дорогие друзья, вам не показалось. Но обо всем по порядку. Поэтому устраивайтесь поудобнее, поддерживайте это видео своей активностью и не забывайте подписываться на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Вернемся к новостям о прекращении сотрудничества между FIFA и Electronic Arts. В принципе, мы обсуждали это не единожды. Но что важно отметить, после всего этого упоминание 2K стало еще чаще. Да настолько, что представителям студии даже приходилось опровергать какие-либо слухи о потенциальных футбольных симуляторах. Как сейчас помню, риторика была примерно следующей. Это направление для нас более чем интересно, но на данный момент времени мы не ведем никаких разработок по этому поводу. И как гром среди ясного неба вдруг появились новости от западных источников, официальных игровых сайтов, о том, что где-то в Корее, неважно южной или северной, внезапно появилась игра для регистрирования возрастной оценки под названием Lego 2K Goal. То есть здесь даже не нужно строить никаких конспирологических теорий. Здесь название студии упоминается прямо в названии самой игры. Как говорится, вы хотели футбольный симулятор от 2K? Получите. И в принципе, если для такого бренда как Lego релиз подобной игры, он в принципе не удивителен, потому что бренд постоянно стремится расширить свою сферу влияния, скажем так, в том числе и в сфере видеоигр, то что подобное сотрудничество и в целом, что эта работа даст для такой студии как 2K, остается непонятным. Но учитывая, что сама игра будет, опять же, под брендом Lego, на что-то серьезное, уж тем более реалистичное, явно не стоит рассчитывать. Скорее всего, самое что есть аркада, буквально для всех и вся. Уж не знаю, как там дело будет обстоять с микротранзакциями, но если они даже и туда умудрятся их впихнуть, это, конечно, будет просто нонсенс. Но вы не подумайте, я ничего не имею против Лего. Более того, я до сих пор люблю Лего. И будь у меня больше средств и больше времени, я бы и сейчас прикупил какой-нибудь набор, просто чтобы его собрать. Здесь скорее разговор о другом, о том, что я уже успел упомянуть, то есть для чего это самой студии. Не то, чтобы я выступал активно за то, чтобы они навязали конкуренцию Electronic Arts и Konami, потому что создание третьего футбольного симулятора на примере UFL это достаточно непосильная ноша. Но тратить время, ресурсы на создание какой-то простенькой игры в виде Лего, ну не знаю. Как это будет выглядеть, как это будет играться, нам еще предстоит узнать, конечно же. Но вот один единственный вопрос. Мотивация 2K для меня вот остается самым главным и самым загадочным. Но как бы то ни было, вот оно по сути и подтверждение, что 2K занимается футбольным симулятором, и рано или поздно мы увидим от них такую игру. Насколько она, конечно, оправдает ваши давнишние или не совсем ожидания, остается лишь догадываться. Но чтобы нам с вами не гадать слишком долго, своими ожиданиями, разрушенными или же наоборот воодушевленными, вы всегда можете поделиться в комментариях. Более того, мне крайне будет интересно почитать, что вы думаете на этот счет. Поддерживайте это видео своими лайками, потому что именно так вы помогаете продвижению канала. Ну и подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. На этом у меня все. Оставляю вас наедине с этой информацией и делайте с ней что хотите. Всем удачи и пока.